Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать, какие у вас программы на это воплощение, с чем вы сюда пришли. И по дате нашего рождения можно все это вычислить. Сегодня я вам расскажу, как. Карма – это то, что предстоит нам с вами прожить. Вот с чем мы сюда пришли. Это позитивные события и какие-то негативные программы. Это страхи, комплексы, блокировки. Это та боль, через которую вам важно пройти. Это напряжение, обманы, предательство. Это тот опыт, который нужен сейчас душе сильнее всего. То есть все, что с нами происходит, и позитивного, и негативного, это некий опыт, который мы здесь получаем, и душе важно, чтобы мы его прошли. И вот то, через что мы в прошлом очень сильно грешили, в прошлых жизнях, например, там несколько лет назад, в прошлых десятилетиях, да, сейчас сыплются какие-то ситуации, возвращаются вам вот точно такие ситуации, которые вы отправляли в мир. И нам сейчас вот в этом воплощении важно не злиться, не воевать, а понять, что происходит, для чего нам вот все это дано, как можно выйти из сложившейся ситуации и какие выводы мы можем сделать. Вот в этом и заключается осознанность, понимать вообще, что происходит, где можно подложить соломки, что вообще мы можем проработать, где мы можем усилить, чтобы извлечь какие-то уроки, но понести минимальные потери. Есть у нас положительные энергии программ. Это наш талант, это врожденные какие-то способности, это помощь высших сил, это энергия, которая заряжена на плюс в нашей жизни. Но есть и негативные программы, и их тоже очень много. Считается, что в прошлых жизнях мы нагрешили, неправильно поняли, зачем мы сюда пришли. И прошлые воплощения мы просто пустили вот свою энергию, свою силу, свой потенциал не туда, куда было нужно ее пустить. А сейчас мы здесь переродились для перезагрузки. И душа ваша говорит: давай уже взрослей, начинай понимать, какие уроки тебе важно извлечь, что важно начать делать. И для нас важно распаковать, важно пройти вот не только этот опыт получить, но и понять, как я уже сказала, что мы можем минимизировать, уменьшить. Да, что мы можем уменьшить негативного и где мы можем усилить. Опыт, который нам важно распаковать, не только распаковать, а многое понять. Когда мы начинаем понимать, когда мы начинаем осознавать, тогда нам дают помощь. Тогда открывается огромная сила, огромный внутренний потенциал. Душа говорит: ну все, ты понял, ты поняла, что нужно делать вот сейчас в этой жизни. Давай пойдем вместе и будем это все решать. Я дам тебе столько энергии, сколько нужно. И начинает все в жизни меняться. Мы можем менять свою карму, с которой пришли. И это очень вообще легко и хорошо получается. Если человек начинает пить, например, в сложной ситуации или принимать наркотики, то это говорит о том, что человек блокирует в себе внутреннюю силу. Он не хочет ее распаковывать. Вот такое сопротивление идет. Он прячет в себе внутренние резервы. У Вселенной нет задачи ставить нам палки в колеса. И вы знаете прекрасно, что Бог ни за что не наказывает. Вселенной важно, чтобы мы столкнулись с некой ситуацией и начали думать, работать вот с этой ситуацией, распаковывать в себе внутренние силы и знания, чтобы решить эту ситуацию, чтобы проявиться. Но представьте, когда мы живем, и все у нас вот тишь да благодать, да все наилучшим образом, мы никак не проявляем себя. То есть у нас есть яхты, у нас есть там трехэтажные какие-то красивые дома, у нас есть что пить, что есть, что надевать на себя, то есть есть все. Мы люди ленивые, внутренние, и мы перестаем каким-то образом проявляться, мы просто становимся потребителями. Но когда происходит какая-то ситуация, когда нас сожмет,
то мы начинаем думать, как можно выйти из этой ситуации, что можно применить. Тут же включаются наши внутренние резервы, наш опыт, который мы получили в течение жизни, какие-то внутренние силы, интуицию мы начинаем слышать. И тут вот мы раскрываемся. И наша душа, и мы здесь вот взрослеем, когда мы преодолеваем какие-то препятствия, когда мы проходим какие-то трудности. Но мы с вами уже прошли все трудности, мы уже испытали все боли. И сейчас мы все с вами хотим жить вообще легко и просто. Мы все понимаем, и мы говорим, что я буду развиваться, я буду раскрывать свой внутренний источник и внутренние силы. Пусть моя жизнь будет легкой, спокойной и протекает наилучшим образом. Когда мы все прорабатываем, когда мы становимся взрослее, когда мы все осознаем, то жизнь начинает играть другими красками, другими энергиями. И в сложных ситуациях очень важно смотреть в сторону самопознания. Самое большое, во что может все это вылиться, прошу прощения, не выключила телефон, это негативные мысли, это какие-то обиды. Обида как жвачка, она залепляет, она блокирует течение нашей энергии. Обида – это самый большой блокиратор денег, отношений и очень мощный катализатор болезней. Это самый сильнейший блокиратор обиды. И важно, чтобы не происходило в жизни, не скатываться в состояние обиды. Все обиды нам даются для того, чтобы мы нашли внутреннюю опору, мы нашли себя, нашли внутренние силы, чтобы начать действовать. Вот эти люди, которые приходят, каким-то образом обижают нас или что-то говорят обидное, или как-то подталкивают нас в жизнь, не нужно обижаться, нужно понимать, что вот все люди приходят как учителя, и что он хочет мне сказать. И важно понять, что не нужно меня подталкивать, я сама пойду, спасибо большое, я сама пойду, я все понимаю. То есть я начинаю развиваться, я начинаю действовать. Чтобы понять свою внутреннюю силу, не ждать помощи, не ждать поддержки от других, а проявлять себя. И тогда вот раскрывается наш внутренний потенциал. И вот сейчас мы с вами посчитаем, зачем вы пришли в эту жизнь, что вы принесли с собой, какую карму, какие сильные у вас стороны, какие слабые у вас стороны. Мы будем работать с арканами. Что такое аркан? Вот слово аркан означает тайну, секрет. Аркан – это тайна, это секрет. Это нечто скрытое и известное только посвященным. В арканах существует 22 великих принципа, которым подчиняется все мироздание. Вот цифра 22 для нас важна, потому что мы будем сегодня как раз рассматривать только 22 цифры. И понимание великих арканов дает посвящение в 22 великие тайны. Каждый из вас – это какой-то тайный аркан. И вот сейчас вы узнаете свою цифру, и вы будете смотреть, какую тайну несет ваш аркан, какой секрет. Это основополагающие признаки, принципы Вселенной. Любой великий аркан – это метаструктура, которая может подчинять себе множество разных ситуаций. И такие процессы могут выходить далеко за пределы нашего мира, нашей жизни. А значит, с помощью него мы можем разглядеть задачи и пути нашей души. Зачем пришла? Какой опыт получить? Какую карму принесла из прошлых жизней? Мы можем выйти за рамки нашего нынешнего воплощения и корректировать процесс нашей духовной эволюции. Мы сейчас живем, и мы можем все изменить, любую карму. Мы можем исправить любую ситуацию. Важно понимать, что исправлять и за что мне это дается. То есть, что я сделала не так.
И вот сегодняшний наш небольшой вебинарчик, небольшой мастер-класс даст вам понимание того, что вы принесли сюда, что важно отработать, что важно усилить и на что обратить внимание. Итак, мы сейчас будем делать с вами расчет, чтобы понять, какая программа у вас есть на это воплощение, зачем вы сюда пришли. Берем ручку и листочек и выписываем с вами свой день рождения. Вот я написала пример 25.02, 25 февраля. Год не нужен. Мы берем только число и месяц. 25.02 у меня написано. Дальше мы складываем эти цифры. День и месяц. 25 у меня, да, получается. Плюс 2, получается 27. Если у вас цифра, вот как у меня получилось в примере, больше, чем 22, то важно вычесть из этого числа сумму 22. Если ваше число 22, вы ничего не трогаете. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до 22, значит цифра правильная. Если цифра 23, 24, 25, 26, 27 и так далее, то вы от этой цифры отнимаете цифру 22. Вот я на примере это показываю. 27 у меня получилась цифра, отнимаем цифру 22. У меня получилось число 5. Понятно ли вам, как вычислять? Напишите мне. Все ли вам понятно? Какие цифры у вас получились? Напишите, какие цифры получились и все ли вам понятно. Если до 22 мы число не трогаем, если 23 и больше, то от этого числа мы отнимаем цифру 22 и получаем какое-то число. Ну, напишите, много участников смотрит, напишите кто-нибудь, понятно или непонятно. Мы можем кого-то одного, допустим, разобрать сейчас. Информацию я вам выложу в наш телеграм-канал, потому что информации очень много по каждому числу. И я думаю, что вы будете вычислять еще своих близких, смотреть про каждое число информацию. Кто смотрит в Инстаграм, кто смотрит в YouTube, мы здесь не можем выложить вам вот всю эту информацию. Переходите в наш телеграм-канал. Он под видео будет написан. И читайте информацию, какая программа у вас на это воплощение. Угу. Вот вижу комментарий. Ага, цифра 6. Давайте посмотрим, например, цифру 6 у Ирины. А все вы посмотрите уже свои цифры в инструкции, которую мы выложим, в информации, которую мы выложим в чат. Цифра 6 – это энергия отношения. Это энергия общения, коммуникации и чувственности. То есть, Ирина, вот вы такая. Это аркан, этот аркан отвечает за ваши чувства и за ваши эмоции. Люди с энергией 6 легко общаются, легко сходятся с людьми. У них множество друзей и знакомых. Они милые, приятные, обходительные. Стремятся завоевать расположение к себе. То есть им хочется, чтобы к ним хорошо тоже относились. Урегулируют конфликты, сглаживают острые углы. Их привлекает вот шестерок. Все яркое, красивое, изящное. Они ценители искусства, красоты, обладают очень утонченным вкусом. И любовь для них является неотъемлемой частью жизни. То есть очень важно для вас, чтобы вас любили
и для вас важно, чтобы вы кого-то любили. То есть это некий смысл жизни. Важно любить все, чем вы занимаетесь. То есть любым делом, которым вы занимаетесь, важно, чтобы это вызывало у вас любовь и какое-то состояние удовлетворения и счастья. Если у вас работа, если у вас какие-то дела, вот что не нравится, что вызывает агрессию, что очень сильно раздражает, это будет забирать вашу энергию. Поэтому очень важно заниматься тем делом, направлять свое внимание туда, вот что вы любите делать. И важно вот шестеркам прийти к состоянию безусловной любви. То есть для вас очень важно раскрывать высшее сердце, для вас очень важно делать практики и медитации на раскрытие нашего сердца, сердечной чакры, и обратить внимание на свою карму, на какие-то программы, которые идут, родовые программы ваши, и обязательно начинать с этим работать, обязательно исцелять вот эту родовую карму, которая на вас давит, и вашу личную карму. Очень творческий, очень интересный, очень утонченный вы, Ирина, человек. Такой, знаете, вот талантливые люди, которые прям очень тонко чувствуют любые изменения в этом мире. И важно, чтобы вот вас окружала любовь. Друзья, вот вижу, дизайнер интерьера, вот, творческая профессия, как раз Ирина занимается, отлично. Нравится вам ваша профессия? Угу. Отлично, то есть занимаетесь тем, чем нужно. Дизайнер – это как раз творческий человек. Друзья, на канале мы сейчас выложим всю информацию. Читайте, задавайте вопросы, пишите. Кто смотрит Рутуб, YouTube, Instagram, переходите в наш телеграм-канал. Обязательно посмотрите, это очень важная информация. Всех благодарю. Начинайте изучать себя и свою карму. До свидания.